Маленькому Шехзаде Мехмеду исполнилось всего пару месяцев, когда его разлучили с матерью и отправили в Кафес. Разумеется, ему продолжали оказывать все почести, которые были положены сыну султана, но с момента переезда в Кафес его жизнь проходила в полнейшей изоляции. Он проживал в шикарных покоях, но без права выхода из них. К сожалению, такова была участь всех братьев султана. На удивление, султан Ахмед I был милостив со своим младшим братом Мустафой. Он пощадил его, хотя, вероятно, свою роль в этом сыграла Кюсем Султан, которая умоляла оставить Мустафу живых. Но здесь скрывался и еще один смысл. Так как у Ахмеда I не было ни наложниц, ни сыновей, многие побоялись, что он сможет умереть до рождения наследника, поэтому Мустафа был оставлен как гарантией того, что род Османов продолжится. Сам султан порой приходил проведать брата. Спустя много лет условия нахождения Шехзаде в Кафесе изменились. Это связывают с тем, что падишах заподозрил, что его брата могут попытаться возвести на престол. Ужесточение мер содержания Мустафы было в том, что отныне всем, без исключения, запрещалось навещать Шехзаде, в том числе и его матери. Всего Мустафа прожил в Кафесе 14 лет. С тех самых пор в истории империи Османов произошел переворот. Ранее всех братьев султана ожидала одна участь – удушение шелковым шнурком. Ведь по законам ислама было запрещено проливать кровь особ династии Османов, и только в 17 веке Шехзаде было разрешено жить, но с одним условием – вся их жизнь отныне проходила в изолированном помещении Кафесе. Кафес, или как его еще называют Шимширлык, был устроен рядом с новым дворцом Топкапы. Покои, где проживали все Шехзаде, были окружены вечно зелеными декоративными кустарниками самшитами. В расположении каждого принца отдавалось по несколько комнат, обставленных почти так же роскошно, как и все покои султана. Поэтому мальчики с детства знали, что они являются представителем династии Османов. Они росли и взрослели, не выходя из Кафеса. Каждый Шехзаде получал достойное образование. Однако все это происходило внутри этой золотой клетки. Покидать Кафес им было запрещено. Ни один из них не должен был иметь возможность влиять на политику государства. Причина, по которой их оставляли в живых, была проста. В случае, если правящий султан умирал, не оставив после себя наследников, в Кафесе были воспитаны достойные преемники, из которых можно было выбрать нового султана. По факту Шехзаде были запасным вариантом. Запрет на общение с окружающим миром был логичен. Существовала вероятность, что одна из партий чиновников, либо янычары, могли попытаться сбросить правящего султана с престола, чтобы заменить его на более подходящего претендента. Некоторым Шехзаде иногда судьба все-таки улыбалась. Юному Мехмеду VI исполнилось всего лишь полгода, когда его перевезли жить в Кафес вместе с няней. И только спустя 56 лет ему разрешено покинуть свою роскошную золотую клетку, чтобы взойти на престол падишаха. Однако это случилось настолько неожиданно, что новый султан оказался просто не готов к такому повороту судьбы, да и время, выпавшее на правление этого султана, не располагало к неторопливому изучению всех аспектов правления. В истории империи Осман Мехмед VI стал последним правящим падишахом. Да и сам Кафес, по правде, не выполнил ту роль, которую на него возлагали правящие султаны. Ведь Шехзаде, проживающие в Шимширлык, должны были обучаться основам управления Османской империи. Но Шехзаде помнили, что султаны часто пользовались законом Фатиха. Этот закон не обязывал, но разрешал удушение всех наследников мужского пола во избежание мятежей и бунтов, поэтому ни один наследник не мог спокойно жить в Кафесе. Один из султанов, Мурад IV, рассказывал, что каждый день он боялся увидеть в своих покоях людей, облаченных в черное. А султан Ибрагим так и не смог поверить в себя. Не зря этого падишаха называли безумным.
Братья султанов, проводящие всю свою жизнь в заточении в Кафесе, не могли справиться с постоянным страхом смерти, висящим над ними, как занесенный меч. Многие сходили с ума, и все это только лишь ради несбыточных надежд однажды взойти на престол. Сулейман II прожил в Кафесе много лет. Да, за ним ухаживали множество слуг, исполняли все прихоти, но возможности даже прогуляться по саду он был лишен. Своей жизни до Кафеса он почти не помнил. Почти 4 десятка лет этот шейхзаде провел в заточении, и все же через 39 лет он взошел на престол, хотя долго царствовать ему не пришлось. Время его правления составило всего 4 года. Это крайне маленький срок в сравнении со временем ожидания. Одним из самых везучих султанов был Мехмед IV. Он зашел на престол в возрасте 6 лет, а затем правил в течение 39. Только Сулейман I Великолепный правил так же долго. В XVII веке редко кто из правящей династии мог избежать участи заключенного в роскошных стенах Кафеса. Считается, что именно Мехмед IV был тем султаном, кому запорожские казаки направили письмо. А вот дочерям султанов жилось полегче, так как престол Османской империи передавался только по мужской линии. Родственницам падишаха не было нужды опасаться за свою жизнь. Их не запирали в Кафес. Они жили обычной жизнью, окруженные роскошью в покоях дворца Топкапы. Но с другой стороны, дочери султанов никогда не могли выбирать себе мужей. Их отдавали замуж, исходя из целесообразности. Но, как известно, в истории эта участь не миновала ни русских девушек королевских кровей, ни западных принцесс. Дочери султанов не считались ненужными наследниками. С их помощью султаны могли повлиять на ход событий в империи османов. Их выдавали за нужных людей, чтобы укрепить свое положение. Зачастую супруги султанш были намного старше их самих. Ярким тому примером была Мехримах Султан и дочери Селима II. Жена Соколу Мехмеда Паши, султанша Эсмихан Гевер, была младше своего мужа почти на 40 лет. Однако для империи важнее был его статус, но не возраст. После падения империи османов все наследники престола стали не нужны. Был принят закон, который запрещал им находиться на территории Турции, а Кафес существует и в настоящее время, как напоминание о том, какие необычные законы бытовали в эпоху правления султана.